Оноре де Бальзак. Озорные рассказы. Возлюбленная короля. В те времена у кузнец возле моста менял жил ювелир. О его дочери говорили по всему Парижу из-за ее невероятной красоты, а более всего славилась она своей непревзойденной грацией. Были среди поклонников те, кто добивался ее благосклонности обычными любовными уловками, а другие предлагали ее отцу огромные деньги, лишь бы получить девушку в законные жены, что отцу весьма льстило. Один из его соседей, судейский стряпчий, наживший на продаже своих хитроумных уловок столько земель, сколько у собаки блох, вздумал предложить упомянутому отцу целое поместье в обмен на согласие на этот брак, коего он страстно желал. На такое условие наш ювелир с охотой согласился. Он выторговал свою дочь, совершенно не беря в расчет, что ее подлатанный старый жених обладал обезьяньей рожей и едва ли имел хоть один цельный зуб во рту. Зловоние, исходившее из его рта, впрочем, ничуть не беспокоило его собственные ноздри, хотя сам он был нечистоплотен и дурно пах, как и все те, кто проводит жизнь среди дыма очагов, желтых пергаментов и прочих темных дел. Едва лишь милая девушка увидела его, как воскликнула: «О Боже! Я скорее умру, чем выйду за него». «Меня это не касается», — ответил отец, запавший на предлагаемое поместье. «Я отдаю его тебе в мужья. А вы уж ладьте друг с другом, как знаете. Теперь это его забота, и его долг — понравится тебе». «Вот как?» — молвила она. «Что ж, прежде чем я исполню вашу волю, я дам ему понять, что его ждет». И в тот же вечер, после ужина, когда сгоравший от страсти законник отстаивал свое дело, уверяя, что сходит по ней с ума, и обещая ей жизнь в роскоши и праздности, она перебила его и живо заметила: «Отец продал меня вам, но если вы возьмете меня, то совершите дурную сделку, ибо я скорее отдамся первым встречным прохожим, чем вам. Я обещаю вам неверность, которая закончится только со смертью, вашей или моей». И тут она залилась слезами, как делают все молодые девушки, пока не наберутся опыта, ибо потом они глазами уже не плачут. Добрый стряпчий принял это странное поведение за одну из тех женских уловок, с помощью которых они пытаются раздуть пламя любви и превратить преданность поклонников в более нежные ласки и смелые поцелуи, на которые имеет право муж. Посему этот хитрец не придал значения ее словам и, посмеиваясь над жалобами прелестного создания, попросил ее назначить день. «Завтра», — ответила она, «ибо чем скорее состоится этот ненавистный брак, тем скорее я стану свободно заводить кавалеров и вести веселую жизнь тех, кто любит того, кто им по душе». После этого глупец, увязший так же крепко, как муха в банке с клеем, удалился, сделал все приготовления, выступил во дворце правосудия, сходил в Верховный суд, выхлопотал разрешение и обстрепал свою покупку быстрее, чем когда-либо прежде, думая только о прекрасной девушке. Тем временем король, только что вернувшийся из поездки, не слышал при дворе ни о чем другом, кроме как о чудесной красоте дочери ювелира, которая отказала одному соискателю с 1000 крон, отвергла другого и вообще никому не уступала, воротя нос от самых статных молодых людей города, дворян, которые отдали бы свое место в раю, лишь бы хотя бы день обладать этим маленьким драконом добродетели. Добрый король, знавший толк в подобной дичи, прогулялся в город, прошел мимо кузницы и вошел в лавку ювелира под предлогом покупки драгоценности для дамы своего сердца, а заодно чтобы сторговать самое драгоценное сокровище в этой лавке. Поскольку королю не приглянулись обычные украшения, или же они оказались не в его вкусе, добрый человек отправился искать в тайном ящике крупный белый алмаз. «Душечка», — сказал он дочери, пока отец ее был по уши погружен в поиски в ящике, «душечка, вы созданы не для того, чтобы продавать драгоценные камни, а для того, чтобы принимать их в дар. И если бы вы дали мне на выбор все колечки в этом заведении, я знаю одно, от которого многие здесь сходят с ума,
которое мне по душе, которому я навсегда останусь подданным и слугой, и за которое все французское королевство никогда не смогло бы расплатиться. «Ах, государь», — ответила девица. «Завтра меня выдадут замуж, но если вы одолжите мне кинжал, что висит у вас на поясе, я защищу свою честь, а после вы заберете ее себе, чтобы исполнилось Писание, где сказано: отдавайте кесарево кесарю». Тотчас же король отдал ей маленький кинжал, и ее смелый ответ распалил в нем такую страсть, что он потерял всякий аппетит. Он велел приготовить покои, намереваясь поселить свою новую возлюбленную в одном из своих дворцов на улице Ласточки. И вот взгляните на нашего Стряпчего, который в великой спешке спешит обвенчаться к досаде своих соперников и ведет невесту к алтарю под перезвон колоколов и звуки музыки, от которых от страха захватывает дух. Вечером, после бала, входит он в брачный покров, где должна покоиться его прекрасная невеста. Но она уже не прекрасная невеста, а фурия, дикая дьяволица, которая, сидя в кресле, отказывается делить ложе со своим господином и дерзко сидит перед огнем, грея одновременно свой гнев и свои икры. Добрый муж, весьма изумленный, кротко опускается перед ней на колени, призывая ее к первому бою в той чарующей битве, что знаменует первую ночь любви. Но она не роняет ни слова, а когда он пытается приподнять ее платье, лишь бы взглянуть на прелести, обошедшиеся ему так дорого, она отвешивает ему такую пощечину, что у него кости трещат, и отказывается произнести хоть слог. Впрочем, забава эта ничуть не огорчила нашего друга Стряпчего, который в конце своих мучений провидел то, что вы легко можете себе представить не хуже него. Посему он мужественно сыграл свою роль, с улыбкой принимая достававшееся ему наказание. От такой толкотни, возни и борьбы ему удалось в конце концов оторвать рукав, порвать юбку и дотянуться рукой до собственного имущества. Эта дерзкая попытка заставила мадам вскочить на ноги. Выхватив королевский кинжал, она вскрикнула: «Чего вы от меня хотите?» «Всего», — ответил он. «Ха! Я была бы последней дурой, если бы отдалась против воли. Если вы вообразили, будто найдете мою добродетель безоружной, вы жестоко ошиблись. Взгляните на кинжал короля, которым я убью вас, если вы сделаете хотя бы вид, что шагнете ко мне». С этими словами она взяла уголек и, не сводя глаз со своего господина, начертила на полу круг, добавив: «Это границы королевских владений. Берегитесь переступать их». Адвокат, чьим представлением о любовных утехах кинжал досадно помешал, стоял в полном замешательстве. Однако одновременно с жестокой речью своей мучительницы он разглядел сквозь разрезы и разрывы ее платья соблазнительный кусочек пышного белого бедра и столь сладострастные образчики сокрытых тайн и прочего, что сама смерть показалась ему сладкой, удайся ему вкусить их хоть немного. Посему он ринулся в королевские владения со словами: «Мне не страшна смерть». Напор его был так велик, что красавица упала навзничь на кровать. Но, не растерявшись, она защищалась столь отважно, что Стряпчий не получил иного преимущества, кроме стука в дверь, которая его так и не впустила. Вдобавок он получил легкий укол кинжалом, не причинивший глубокой раны, так что нападение на владение его государя обошлось ему не слишком дорого. Однако, распаленный этим скромным успехом, он закричал: «Я не могу жить без обладания этим прекрасным телом и этими чудесами любви. Убей же меня!» И снова пошел на приступ королевских заповедных земель. Юная красавица, чьи мысли были полны королем, осталась совершенно равнодушна к этой великой страсти и молвила сурово: «Если вы продолжите мне угрожать, я убью не вас, а себя». Она посмотрела на него так дико, что бедняга совсем перепугался и стал проклинать тот недобрый час, когда взял ее в жены. И так ночь, которая должна была быть столь радостной, прошла в слезах, стенаниях, мольбах и восклицаниях. Тщетно он искушал ее обещаниями,
она будет есть с золота, станет великой дамой, он купит для нее дома и земли. Если бы только она позволила ему преломить с ней хоть одно копье в сладком любовном поединке, он оставил бы ее навсегда и провел бы остаток жизни так, как ей вздумается. Но она, непоколебимая, ответила, что позволит ему умереть, и это единственное, чем он может ей угодить. «Я вас не обманывала», — сказала она. «Как и обещала, я отдамся королю, а вам предоставлю корабейников, случайных прохожих и уличных зевак, которыми вам угрожала». Едва рассвело, она надела подвенечный наряд и терпеливо дождалась, пока бедный муж отправится по делам своих клиентов. Затем она выбежала в город на поиски короля. Но не успела она отойти от дома и на полперста, как один из королевских слуг, подстерегавший у дома с самого рассвета, остановил ее вопросом. «Вы ищете короля?» «Да», — ответила она. «Прекрасно. В таком случае позвольте мне быть вашим верным другом», — молвил хитроумный придворный. «Я прошу вашей помощи и защиты, подобно тому, как сейчас предлагаю вам свою». С этими словами он рассказал ей, что король за человек и какова его слабая сторона. Один день он пылает страстью, а на другой погружается в молчание, рассказал и о том, что ее ждет роскошное жилище и безбедная жизнь, но ей нужно крепко держать короля в руках. Словом, он болтал так приятно, что время пролетело незаметно, и вскоре она оказалась в особняке на улице Ласточки, где впоследствии жила мадам де Этамп. Бедный муж проливал горячие слезы, обнаружив, что его птичка улетела, и стал мрачен и задумчив. Его друзья и соседи утешали его слух стольким количеством колкостей и насмешек, сколько сам святой Иаков имел честь получить в Компостеле, но бедняга принял все так близко к сердцу, что в конце концов они попытались скорее унять его горе. Сии хитроумные собратья с помощью эдакой юридической крючкотворства постановили, что добрый человек вовсе не рогоносец, поскольку его жена отказала в исполнении супружеского долга, и если бы наставившим рога был кто-либо иной, кроме короля, то сей брак можно было бы расторгнуть. Однако влюбленный супруг до смерти страдал из-за проделки своей госпожи. Все же он уступил ее королю, вознамерившись когда-нибудь получить ее себе и полагая, что пожизненный позор не будет слишком высокой платой за ночь с ней. Ну и любовь, А ведь многие светские люди лишь посмеиваются над подобным чувством. Он же, все думая о ней, забросил свои дела и клиентов, свои грабежи и все на свете. Он бродил по дворцу правосудия, словно скупец, ищущий потерянную монету, сутулившийся, печальный и настолько рассеянный, что однажды облегчился прямо на манту советника, воображая, будто стоит у стены. Тем временем прекрасную девушку день и ночь любил король, который никак не мог вырваться из ее объятий, ибо в любовных утехах она была невероятно искусна, зная одинаково хорошо, как разжечь пламя любви, так и погасить его. Сегодня дерзит, завтра ласкается, никогда не бывает одинаковой, да к тому же знает тысячу мелких хитростей, чтобы очаровать пылкого любовника. Один лорд Бридер лишил себя жизни из-за нее, поскольку она не пожелала принять его объятия, хоть он и предлагал ей свое поместье Бридер в Турене. Нынче уж не осталось тех туренских кавалеров, что отдавали целое поместье за один лишь скрест копий в любовном поединке. Эта смерть опечалила красавицу. Поскольку ее духовник возложил всю вину на нее, она решила на будущее принимать все поместья и тайком утолять любовные муки их владельцев, дабы получше спасти их души от погибели. Именно так она начала наживать то огромное состояние, которое сделало ее весьма уважаемым лицом в городе. Этим средством она спасла многих благородных дворян от гибели, ведя свою игру настолько ловко и сочиняя такие складные истории, что его величество даже не догадывался, насколько сильно она помогает ему в осчастливливании его подданных. Дележка зашла так далеко, что она настолько забрала над ним власть, что могла бы заставить его поверить, будто пол — это потолок.
Впрочем, королю на улице Ласточки было поверить в это проще, чем кому-либо другому, ведь он проводил большую часть времени, обнимая ее так, словно хотел проверить, не износится ли эта прелестная вещь. Но первым изнурил себя он сам, бедолага, да так, что в конце концов умер от избытка любви. И хотя она старалась даровать свои благосклонности только лучшим и знатнейшим при дворе, да и случаи такие происходили редко, как чудеса, среди ее врагов и соперниц не переводились те, кто утверждал, будто за 10 000 крон простой дворянин может вкусить радости своего государя. Но это была ложь из лжи. Ибо когда господин ее упрекнул ее в этом, разве она не ответила: «Мерзкие твари! Будь прокляты черти, подкинувшие вам эту мысль. У меня еще не было ни одного мужчины, который потратил бы на меня меньше 30 000 крон». Король, хоть и досадовал, не смог сдержать улыбки и продержал ее подле себя еще месяц, чтобы заглушить толки. Наконец девица Допислё, жаждавшая занять ее место, дочисто ее разорила. Многие хотели бы быть разоренными подобным образом, ведь ее забрал к себе молодой лорд, с которым она была счастлива, ибо пламя любви в ней все еще не угасло. Но вернемся к нашей истории. Однажды, когда королевская возлюбленная проезжала по городу в своем насильном кресле, чтобы купить кружево, меха, бархат, вышивки и прочие любовные припасы, причем была она одета так прелестно и выглядела столь восхитительно, что любой, а в особенности песцы, решил бы, будто над ним отверзлись небеса, а чудо. Навстречу ей возле старого креста выходит ее добрый муж. Она, в тот момент лениво покачивавшая своей изящной ножкой за бортом носилок, тотчас втянула голову обратно, словно увидела гадюку. А ведь она была хорошей женой. Ибо я знаю таких, которые гордо прошли бы мимо своих мужей, им на позор и к великому посрамлению супружеских прав. «Что с вами?» — спросил некий господин де Ланнуа, который нижайше ее сопровождал. «Ничего», — шепнула она. «Просто этот человек — мой муж. Бедняга, как он изменился. Прежде он был вылитой обезьяной, а сегодня — точная копия Иова». Бедный адвокат стоял, разинув рот. Его сердце бешено заколотилось при виде этой маленькой ножки и этой безумно любимой жены. Заметив это, господин де Ланнуа сказал ему с придворным простодушием: «Если вы ее муж, разве это повод перегораживать ей дорогу?» При этих словах она расхохоталась, и добрый муж, вместо того, чтобы отважно убить ее, пролил горючие слезы от этого смеха, ранившего его в самое сердце, в душу и во все его существо. Да так ранившего, что он едва не сбил с ног старого горожанина, которого вид королевской возлюбленной прижал к самой стене. Вид этого нежного цветка, который принадлежал ему в бутоне, но распустил свои прекрасные лепестки вдали от него, ее сказочный стан, ее пышная грудь, все это сделало бедного адвоката еще более несчастным и еще более безумным от страсти, чем возможно выразить словами. Нужно самому безумно любить женщину, отвергающую твои ухаживания, чтобы вполне понять муку этого несчастного человека. Редко кто бывает столь ослеплен страстью, как был ослеплен он. Он поклялся, что жизнь, состояние, честь — все может лететь к чертям, но хотя бы один единственный раз он прижмется к ней плоть к плоти и устроит столь пышный пир на ее прелестном теле, что этого хватит ему на всю оставшуюся жизнь. Он провел ночь, твердя: «А она будет моей». И, проклятие, разве я не ее муж? И, черт меня побери, бья себя по лбу и метаясь из стороны в сторону. В этом мире бывают такие удачные случаи и совпадения, что недалекие люди отказываются им верить, называя их сверхъестественными, но люди высокого ума знают, что они истинны, ибо подобное невозможно выдумать. Один из таких случаев выпал бедному адвокату прямо на следующий день после того ужасного дня, давшегося ему столь тяжким испытанием.
Один из его клиентов, человек весьма почтенный, имевший аудиенции у короля, пришел к адвокату утречком и заявил, что ему срочно требуется крупная сумма денег, около 12 тысяч крон. На что наш хитрец ответил, что 12 тысяч крон встретишь на углу улицы не столь уж часто, как то, что обычно видишь на углах улиц, что, помимо поручительств и гарантии уплаты процентов, нужно еще найти человека, у которого при себе есть эти 12 тысяч крон, а такие господа в Париже, хоть это и большой город, на дороге не валяются. И прибавил еще много подобного рода замечаний. «Правда ли, мой лорд, что у вас есть голодный и беспощадный кредитор?» — спросил он. «Да, да», — ответил тот. «Дело касается любовницы короля». Никому ни слова. Но сегодня вечером за 20 тысяч крон и мое поместье Бри я сниму с нее меру. Услышав это, адвокат побледнел, и придворный понял, что задел его за живое. Поскольку он лишь недавно вернулся с войны, он не знал, что у прекрасной женщины, боготворимой королем, есть муж. «Вы, кажется, нездоровы?» — спросил он. «У меня лихорадка», — ответил хитрец. «Но неужели именно ей вы отдаете договор и деньги?» «Да». «А кто же устраивает эту сделку?» «Тоже она». «Нет», — молвил дворянин. Ее маленькие дела устраиваются через ее служанку, самую пронырливую камеристку, каковую только видел свет. Она острее горчицы, и эти ночи, украденные у короля, отлично набили ее карманы. Я знаю одного ломбардца, который мог бы выручить вас. Но ничего не выйдет, из 12 тысяч крон вы не получите ни ломаного гроша, если эта самая камеристка не придет сюда забрать плату за товар, являющийся столь великим алхимиком, что превращает кровь в золото, ей-богу. «Было бы отличной шуткой заставить ее подписать расписку», — ответил лорд с хохотом. Служанка точно явилась на свидании с адвокатом, который умолил лорда привести ее. Дукаты выглядели новенькими и сияющими. Они лежали в ряд, словно монахини, идущие к вечерне. Рассыпанные по столу, они заставили бы улыбнуться даже осла, даже если бы с того живьем сдирали шкуру, столь прекрасны, столь великолепны были эти пышные, благородные кучки. Впрочем, добрый адвокат приготовил это зрелище вовсе не для осла, ибо маленькая служанка с вожделением уставилась на Золотую гору и при виде нее пробормотала молитву. Заметил это, муж шепнул ей на ухо свои золотые слова: «Это для вас». «Ах», — молвила она, — «мне еще никогда так щедро не платили». «Дорогая моя», — ответил любезный муж, — «вы получите их, даже не возясь со мной». И, повернув ее к себе, прибавил: «Ваш клиент не сказал вам, кто я, а?» «Нет». «Так знай же, я муж той дамы, которую совратил король и которой ты служишь. Отнеси ей эти кроны и возвращайся сюда. Я передам тебе твои на одном условии, которое придется тебе по вкусу». Служанка сделала все, как ей было велено, сгорая от любопытства узнать, как она может получить 12 тысяч крон, не ложась в постель с адвокатом, очень скоро вернулась. «А теперь, моя крошка», — сказал он, — «вот 12 тысяч крон. На эту сумму я мог бы купить земли, мужчин, женщин и совесть как минимум 3 священников. Так что, полагаю, если я отдам их тебе, то буду владеть тобой с потрохами, душой и кончиками ногтей. И я поверю тебе, как верит адвокат. Я рассчитываю, что ты пойдешь к лорду, рассчитывающему провести ночь с моей женой, и обманешь его, сказав, будто король идет к ней ужинать и что сегодня вечером ему следует искать себе маленьких развлечений в другом месте. Поступив так, я смогу занять его место и место короля». «Но как?» — спросила она. «А», — ответил он, — «я купил тебя вместе с твоими уловками».
тебе не придется смотреть на эти кроны дважды, чтобы найти для меня способ овладеть моей женой. Устраивая это соединение, ты не совершаешь греха. Это богоугодное дело — свести двух людей, чьи руки уже были вложены одна в другую, притом сам Божьим слугой. «Ей-богу, идите», — молвила она. «После ужина свечи потушат, и вы сможете насладиться, мадам, если будете хранить молчание». К счастью, в эти радостные мгновения она больше плачет, чем говорит, и задает вопросы одними лишь руками, ибо она весьма скромна и не любит непристойных шуток, как придворные дамы. «А!» — воскликнул адвокат. «Смотри, бери 12 000 крон, и я обещаю тебе вдвое больше, если получу хитростью то, что принадлежит мне по праву». Затем он условился о часе, двери, сигнале и обо всем прочем. Служанка удалилась, унося на спине мулов золотые сокровища, выжатые обманом и крючкотворством из вдов и сирот, и все они отправлялись туда, куда отправляется все на свете, кроме нашей жизни, которая оттуда приходит. И вот взгляните на нашего адвоката. Он бреется, умощается духами, отказывается от лука за обедом, чтобы дыхание его было свежим, и делает все, чтобы стать презентабельным, словно галантный сеньор. Он напускает на себя вид молодого щеголя, пытается быть гибким и резвым и скрыть свою уродливую рожу, но сколько бы он ни старался, от него все равно разило затхлым законником. Он был далеко не так хитер, как хорошенькая прачка из Портийона, которая однажды, желая предстать во всей красе перед одним из своих любовников, избавилась от неприятного запаха способом, хорошо известным молодым женщинам с изобретательным умом. Но наш хитрец воображал себя самым милым человеком на свете, хотя, несмотря на все свои снадобья и притирания, был самым противным. Он оделся в свои самые тонкие одежды, хоть холод и жег его, словно веревочный ошейник, и вышел в путь, быстро добравшись до улицы Ласточки. Там ему пришлось некоторое время подождать. Но как раз тогда, когда он начал думать, будто его провели вокруг пальца, и когда совсем стемнело, служанка спустилась и отперла ему дверь. Добрый муж с радостью юркнул в королевские покои. Девушка заботливо заперла его в шкафу, стоявшем возле самой постели его жены, и сквозь щель он тешил взор ее красотой. Ибо она раздевалась перед огнем и надела тонкую ночную сорочку, сквозь которую отчетливо видна была ее прелесть. Полагая, что находится наедине со своей служанкой, она отпускала те маленькие шуточки, к которым прибегают женщины во время раздевания. «Разве я не стою сегодня вечером 20 000 крон? Разве за это много заплачено замком в Бри?» И, говоря это, она тихонько приподняла две белые опоры, твердые, как скалы, что стойко выдержали немало штурмов, ибо их бурно атаковали, но они так и не размякли. Одни мои плечи стоят королевства, ни один король не смог бы сотворить им равных. Но я устала от такой жизни. Трудная работа не приносит удовольствия. Маленькая служанка улыбнулась, и ее прекрасная госпожа сказала ей: «Я хотела бы посмотреть на тебя на моем месте». Тогда служанка рассмеялась и молвила: «Тише, мадам, он здесь». «Кто?» «Ваш муж». «Который?» «Настоящий». «Цыц», — сказала мадам. И служанка рассказала ей всю историю, желая сохранить и ее расположение, и 12 000 крон. Ну что ж, он получит сполна за свои деньги. Я дам его желаниям время остыть. Если он вкусит меня, пусть я потеряю свою красоту и стану уродливой, как детеныш обезьяны. Назовись мною, лезай в постель на мое место, и так заберешь 12 000 крон. Иди и скажи ему, что он должен убраться с позаранку, дабы я не проведала о вашей проделке, а перед самым рассветом я лягу к нему под бок.
Бедный муж замерзал, и зубы его стучали, когда горничная подошла к шкафу под предлогом достать немного белья и сказала ему: «Ваш час блаженства близок. Мадам сегодня вечером сделала грандиозные приготовления, и вас обслужат на славу. Но работайте без посвиста, иначе я пропала». Наконец, когда добрый муж уже готов был окоченеть от холода, свечи потушили. Служанка тихонько крикнула за шторами королевской возлюбленной, что его милость уже здесь, и прыгнула в постель, пока ее госпожа вышла, будто она была горничной. Адвокат, выбравшись из своего холодного укрытия, с упоением вкатился под теплые простыни, думая про себя: «А, как это хорошо!» Сказать по правде, служанка честно отработала его деньги, и добрый человек размышлял о разнице между щедростью королевских домов и скупостью мещанских жен. Плутовка, смеясь, сыграла свою роль превосходно, почуя хитреца нежными криками, дрожью, судорогами и метаниями, словно свежепойманная рыба на траве, издавая лишь тихие «ах», «да», «ох», за неимением других слов. И всякий раз, когда с ее стороны исходила просьба, адвокат исполнял ее, пока не заснул под конец, как опустошенный кошелек. Но перед тем, как уснуть, любовник, желавший сохранить память об этой сладкой ночи любви, ловким движением выдернул волос своей жены, уж не знаю откуда, поскольку меня там не было, и сжал в руке этот драгоценный залог горячей добродетели этого прекрасного создания. Ближе к утру, когда пропел петух, жена подскользнула к мужу и притворилась спящей. Тогда служанка тихонько постучала по лбу счастливого человека и шепнула ему на ухо: «Пора, одевайтесь и уходите, уже рассвело». Добрый человек сокрушался, потеряв свое сокровище, и захотел разглядеть источник своего исчезнувшего счастья. «А! — сказал он, принимаясь сравнивать кое-какие вещи. «У меня волос светлый, а этот — темный». «Что вы делаете?» — сказала служанка. «Мадам увидит, что ее обманули». «Но посмотри». «Ах!» — сказала она с презрительным видом. «Разве вы, знающий все на свете, не знаете, что то, что выдернуто, отмирает и меняет цвет?» И с этими словами, заходясь от хохота над этой удачной шуткой, она выставила его за дверь. Об этом стало известно. Бедный адвокат по имени Ферон умер от стыда, видя, что он был единственным, кто так и не получил собственной жены. В то время как она, которую с тех пор звали прекрасной Фероньерой, ушла от короля и вышла замуж за молодого лорда, графа де Бюзанси. И в преклонные годы она рассказывала эту историю, со смехом добавляя, что так и не почуяла душка этого хитреца. Это учит нас не привязываться сверх меры к женам, которые отказываются нести наше ярмо.